Весна в поле. Мы вместе с умной овчаркой собираем тут русскую ваниль, так называемую. Вот такие вот красновато-зеленые листочки. Я ношу с собой резинки для волос, чтобы собирать эти короткие стебельки вот в такие вот аккуратные пучки. Как растет русская ваниль и что же это такое? Вот посмотрите, у нас здесь такой сухостой. Это прошлогодняя таволга. Ее легко узнать по вот таким вот метелкам, которые остались с прошлого года от цветения этих потрясающих медоносов. Таволга вязолистная называется русской ванилью за свой потрясающий аромат. И вот пока таволга вот такая молодая, только всходит. Посмотрите, как выглядит таволга, которая только появляется весной. Это один из первых добываемых мною дикоросов. Таволгу очень здорово класть в выпечку. Она придает ванильный, яркий ванильный аромат, сладкий, насыщенный, в сочетании с ревенем или с щавелем. Потрясающий получается эффект. Также можно на основе таволги, и нужно на основе таволги делать лимонады. Лимонады с щавелем, с кислицей, с любой кисленькой травкой или же с лимоном. Получается нечто невероятно вкусное, очень полезное, насыщенного цвета и аромата. К тому же таволга очень полезна. Когда таволга вырастает и листики у нее зеленеют, вот здесь уже, например, взрослые листики есть, видите? Они уже такие зелененькие и плотненькие. Для того, чтобы правильно собрать таволгу весной, нужно взять листочек, оторвать его и пожевать. И вы почувствуете потрясающий аромат ванили. И если листочек мягкий, если вот этот вот стебелечек мягкий, то вы вполне можете заготавливать таволгу. Можете ее замораживать, можете ее сушить, все что угодно с ней делать. Полезный чай, очень насыщенного вкуса и аромата. Полезная зелень для салатов, для лимонадов, для выпечки, для чего угодно. Вот такая вот русская ваниль. Обязательно при случае выезда в поля соберите ее и попробуйте с ней готовить. И у меня опять засыпает скучающая овчарка. Валя, видел таволгу? Знаешь, как вкусно пахнет. Ты тоже хочешь ее попробовать? Целое поле. Собирай сам.